Как покупать металлоискатели? Только что пришел с прогулки, когда у меня есть время утром, я всегда гуляю 5 километров. То есть на улице зима, куртка вся мокрая. Так, во время прогулки мне пришли некоторые мысли. Сейчас я с ними поделюсь с вами и пойду дальше заниматься делами, пока мысль не ушла. Как покупать металлоискатель? Давайте немного этот вопрос перевернем и посмотрим немного с другой стороны. Поставим, так сказать, с ног на голову. Рассмотрим вопрос, как производят металлоискатели. Станем на точку зрения производителя и продавца. Допустим, в мире еще нет металлоискателей, и все самые умные головы решили создать самый лучший универсальный металлоискатель. Создали. Все у него идеально, цена приемлемая, все очень хорошо. Все радуются, продавцы, покупатели, все очень хорошо. Но через некоторое время, там год, два, три, пять, продажи этих металлоискателей упали. Рынок, так сказать, насытился. То есть больше никому металлоискатели не нужны. То есть предприятие можно закрывать, то есть оно убыточное. Но тут приходит мысль кому-то из производителей: а давайте мы металлоискатели разделим на 3 категории. Для начального уровня, для опытных копателей и для профессионалов. Все говорят: конечно, давайте. Но как мы это сделаем? Что делают? Берут этот базовый металлоискатель, ухудшают его характеристики и продают как металлоискатель для начального уровня. И к этому же металлоискателю добавляют какие-то практически в большинстве своих случаев ненужные нам функции, и мы получаем металлоискатель для профессионалов. То есть получаем 3 типа металлоискателей. Дальше больше. Продажи начинают расти. Все очень хорошо. Дальше. Что делают производители? Они начинают также дробить и катушки. То есть снайперские маленькие, там, среднего диаметра и большого диаметра. Продажи растут дальше. Начинают дробить металлоискатели по частоте. Низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные катушки. Это мне напоминает ситуацию со смартфонами. 1 камера, 2 камеры, 3 камеры, 4 камеры, 5 камер. Так же, как и сейчас стали появляться металлоискателями. Вот на Xterra 705 продавали металлоискатели, пульт управления черный. Он никак не влияет на поиск. Или сейчас я, может быть, еще начну производить металлоискатели с 2 катушками, там, с 3 катушками. Может произойти все, что угодно. Какая нам от всего этого выгода? Появляется огромный ассортимент металлоискателей. Мы из этого многообразия можем выбрать все, что нам необходимо. То есть это упрощает нам выбор. Каким образом? Подходим к главному вопросу: как покупать металлоискатель? Приходите в магазин, линейка металлоискателей, на любой цвет, вкус, деньги, на все что угодно. Выбирайте штук 5 металлоискателей, которые вам понравились, потому что вам придется ходить с этим металлоискателем. То есть они должны вам нравиться, удобно сидеть в руке, там эргономика, вам должны не нравиться. И начинаете у всех этих металлоискателей отсекать ненужные вам функции, которые вам добавили. То есть, чтобы поднять стоимость металлоискателя, многие функции добавляют. То есть смысла от них нет, цена им 3 копейки, называют его для профессионалов. Отсекаете. И нижний край отсекаете те функции, которые вам, как сказать, не хватает вам этих функций. То есть дискриминация. Если низкая дискриминация, отсекаем там какие-то вещи. И выбираем средний сегмент. У вас получится минимум 1-2 металлоискателя. Практически его можете покупать спокойно. Опять же, про катушки. Что бы я вам рекомендовал делать? Покупать металлоискатель со штатной катушкой небольшой, 9, максимум 10 дюймов. И сразу рассчитывайте на покупку металлоискателя большего диаметра. Вы захотите купить катушку большего диаметра. Это обязательно. Это и пропаганда идет. И я на это же покупался то же самое. У меня вот есть КЛТ-ковская катушка. Я называю ее бестолковкой. То есть она видит только крупные цели на большой глубине. Мелочь она пропускает. Вот эта катушка КЛТ-ковская. Всем хороша. Как я говорил, пропускает мелкие цели. Но глубинные видит превосходно.
Поэтому, если вы покупаете металлоискатель с катушкой там, в 9 дюймов, вы можете жать на моно, можете оставить ее как снайперскую. То есть она прекрасно себя ведет в лесу. Потом вы можете докупить катушку большего диаметра, если вы хотите ходить по большим площадям с большой скоростью. Опять же, смотрите за весом. Я во всех своих видео последних говорю, что обращайте внимание на вес металлоискателя. Да, вес металлоискателя. С тяжелым металлоискателем вы долго ходить не сможете физически, потому что он тяжелый. То есть рука у вас будет уставать, вы будете уставать. Поэтому смотрите за весом катушки, за весом металлоискателя. Мы должны понять, что производители хотят продать металлоискатель. Они хотят его произвести и получить максимальную прибыль. Наша задача не переплатить за ненужное. Это самая главная задача. Потому что вот продают металлоискатели, я смотрел, заходил недавно, какие-то металлоискатели военные, какие-то там глубинные до 60 метров. Ну не буду я погружаться на глубину 60 метров, это ракетинговый ход. Я тоже вначале думал, что буду ходить там в воде, что-то искать. Не буду я ходить по воде. Мне больше скорость прохода по полю, по пляжу. Я прохожу в 5, 6, 10 раз больше, чем буду ходить под водой. Тем более все практически потеряшки в воде их все выносят на берег штормами. В этом я уже убедился. Поэтому выбирайте то, что вам нравится. Да, я забыл сказать про катушки высокочастотные. Высокочастотные катушки предназначены для промыслового золота. Все, больше ни для чего они не предназначены. Меня больше всего поражает, когда продавцы делают катушки большого диаметра, высокочастотные. Катушки высокочастотные должны быть малого диаметра. Потому что когда вы ищете промысловое золото, оно лежит среди камней, в реках. Туда большая катушка просто не пройдет, не залезет в те места. Стоит ли для пляжа брать высокочастотную катушку? Я не знаю. Я себе купил катушку 12,5 дюймов, высокочастотную. Почему? Потому что я в свое время сравнивал две катушки. У меня они есть. Высокочастотные 9 дюймов и среднечастотные 7,5 Гц, 10,5 дюймов. Практически характеристики у них одинаковые. Но эта катушка может работать и как среднечастотная, видит по всем глубинам, по всем характеристикам, что средней частоты. И еще, может быть, я надеюсь, он найдет что-то такое очень мелкое, что не увидит эта катушка. Хотя катушка 10,5 дюймов штатная, 7,5 килогерц, я нашел 80% всех находок, использую ее только в 10% случаев. В настоящее время железо очень хорошо подорожало. Сейчас оно стоит рублей 25 за килограмм. И сейчас очень многие ребята, которые имеют очень хорошие, дорогие металлоискатели, просто перешли на поиск обыкновенного железа. То есть, если вы хотите копать железо обыкновенное, то вам дорогой металлоискатель не нужен. То есть, вы можете купить какой-нибудь в среднем сегменте или в нижнем сегменте. Практически вы его купите очень быстро. Потому что сейчас на железе люди зарабатывают очень хорошо. Ну, в месяц выкапывают, ну не знаю, там, до тонны, я знаю, ребят, которые вот находят полигон. Этого железа немерено, где-то какая-то промышленная зона была. И просто копают железо до тонны в месяц. Все зависит от вас, что и где вы будете искать. Я для себя выбрал пляж. Потому что я отдыхаю на пляже, люблю отдыхать на пляже. И чтобы не скучать, я для себя приобрел металлоискатель. А купил ли я его себе? А купил и металлоискатель, и все катушки, которые к нему приобретал. Доволен ли я тем, что купил Экстеру 705? Да, я доволен, что купил этот металлоискатель. Обращайте внимание, куда вы будете его упаковывать и как вы будете его перевозить. Я поменял 3 рюкзака. Пока до меня не дошло, после второго рюкзака, то есть, что нужно брать просто штангу, самую длинную, и смотреть, чтобы она влезала в рюкзак. Потому что если она у вас не влезет, будет торчать, ну это как-то некультурно. Следующее, когда покупаете рюкзаки, покупайте желательно обыкновенные. Ну вот на 80 литров рюкзак самый превосходный. То есть 80-литровый рюкзак, опять же смотрите, чтобы штанга туда вошла у вас. Те рюкзаки, которые продают там с надписью My Lab, X-Speed, покупать не надо. Вы будете среди толпы, в общественном транспорте, вы будете как
индейец, понимаете, в средней полосе России выглядит, на вас будут все обращать внимание. Не надо привлекать себе внимание, будьте обыкновенным туристом. Я турист, вот иду там на пляж, на природу еду, не выделяйтесь из общей толпы. Самое главное, говорю, покупайте то, что вам нравится, потому что вам с этим ходить. И чтобы у вас влезало в рюкзак. То есть, чтобы вы могли спокойно купить обыкновенный туристический рюкзак, сложить в него все, там полистирол положить, запасную одежду, еду и отправиться на поиски, в поход, так сказать. Всем благодарю за внимание. Все, что я хотел вам сказать после прогулки, все, что надуло ветром в голову, я вам рассказал. Складно, не складно, так все получилось сумбурно. Но самую главную мысль я вам донес. Ориентируйтесь на то, как производят металлоискатели-производители.